Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, я хочу подарить очень важный ритуал. Изначально скажу, что этот ритуал должны делать практики. В исключительных случаях может сделать простой человек, но только после того, как ему дадут это разрешение. То есть человек, который работает с этим человеком, практикующий человек, даст свое одобрение, разрешение, просмотрит эту ситуацию и скажет, можно ли этому человеку делать данный ритуал. По той простой причине, что здесь человек должен быть абсолютно прав, абсолютно уверен в своей правоте. Если есть хоть тени сомнения в том, что он не прав, то все, что он проведет, обернется против него. Итак, в этом ритуале имеем дело с богиней мести. Немесис, либо Немезида. Богиня мести, Немезида, дочь океана, Титана океана и темной ночи. Одна из приближенных, одна из спутниц богини Фемиды. Существовало несколько версий о том, что она дочь Зевса и Фемиды. Однако более ранняя версия ее происхождения – это рождение от Титана океана и темной ночи. Вода – это очищающая стихия. Ночь – это время темной силы. Это время для призыва демонических сил, сил, которые, скажем так, небезопасны для простого человека. Это говорит о том, что в этой богине сочетается как чистота, порядочность, так и демонизм, сила, хладнокровие, жестокость. На самом деле происхождение богов и мифология и прочее, это не просто так сочиненные для красоты какие-то рассказы. Тут все имеет свое значение. Она спутница Фемиды, духовная ее дочь, одна из любимых ее спутниц, одна из приближенных Фемиде, богиня мести. Говорят, что она безумно красива, но за ее красотой скрывается холодный расчет. Она лишена полностью эмоций. Она не смотрит ни на красоту, ни на чин, ни на имущество. Она смотрит на справедливость человека. Если человек прав, то она накажет виновных, невзирая ни на что. Итак, дорогие друзья, согласно древнегреческой мифологии, да и архаическим источникам, были две богини, которых сторонились и боялись боги. Одна из них Геката, которую считали ведьмой, она жила обособленно в своей преисподней, учила колдовству ведьм, своих духовных дочерей. И самой любимой из ее учениц была Медея. Собственно говоря, от ее имени происходит слово медицина, знахарство, медицина. Говорят, что она была родной дочерью Медеи. Так вот, боялись боги ведьмы Гекаты, которая имела власть над черными силами, считалась богиней кошмаров и неупокоенных мертвецов.
И вторая богиня, которой сторонились и боялись боги, это Немезида. Поэтому, когда простой человек обращается к ней без ведома практикующего человека, очень сильно рискует. И тем более, что каждый человек, когда дело касается его грехов, становится адвокатом, начинает себя защищать. Всячески ищет себе оправдание. И очень может быть, что не настолько он прав, как он считает. И обращение к Немезиде повернется бедой для этого человека. И чтобы такого не произошло, простому человеку можно это сделать только при нескольких условиях. Во-первых, человек должен быть на 1000000% уверен, что он прав, что за его добро ответили злом, что действительно он не сделал ничего провоцирующего эту ситуацию. Например, если человек шел по улице, да, кому-то показывал рожу, там корчил какие-то гримасы, спровоцировал, в общем, достал до того, что тот подошел, ударил и разбил ему нос, и не оплатил его операцию. И тут проводить на месть Немезиде за то, чтобы та наказала, я вас уверяю, что Немезида накажет именно этого человека, потому что он был инициатором, он спровоцировал, он вынудил. И поэтому, чтобы вам более так подробно, да, более понятно было, провести это можно только в той ситуации, когда человек прав. Когда человек, вообще, когда дело касается человека, человек, естественно, ищет себе оправдание всячески. Он может даже не заметить и искренне надеяться на то, что он был прав, и навредить себе обращением к богине Немезиде. Именно поэтому взгляд со стороны очень важен, тем более взгляд человека, который имеет определенные знания и видение всего этого. Так вот, обращение к Немезиде только практикам и только тем, кому дали дозволение, разрешение те же самые практики. А лучше, если практик проведет для этого человека просьбу к Немезиде, а потом попросит человека поучаствовать в этом процессе, провести тоже просьбу, то есть провести обращение, ритуал к Немезиде. Хочу вам сказать, что к Фемиде обращение не настолько страшно, как к Немезиде, потому что Фемида, богиня справедливости, она иногда милосердно справедлива. Она учитывает твои минусы, плюсы, твои добрые дела и злые дела, сопоставляет и выносит решение, как суд, да, отягчающие обстоятельства, смягчающие. А Немезида, она месть. Ей все равно, почему человек сделал эту подлость. Ей без разницы, почему предал человек. На тот момент было так нужно, или он испугался, или обстоятельства вынудили, или воспитание у него такое, родители виноваты. Ей все равно. Она будет наказывать за подлые деяния, какие бы оправдания человек сам себе не придумал. Поэтому учтите, обращаясь к Немезиде, вы должны быть кристально чисты. И в этот момент вы действительно должны быть правы настолько, чтобы она за вас отомстила. Ничего не нужно ставить на алтарь. Нужно открыть окно, прочитать 13 раз, называя имена. Здесь есть греческие слова «акоумано» и «ретосмея», что в переводе означает «приди, дух, который вызываю», то есть дух мести. Прочитать нужно 13 раз, называя имена людей, которых вы хотите наказать. Я между прочтением вам объясню, естественно, потом будет напечатано. Все ритуалы, вы знаете, что Яна очень быстро набирает текст и с объяснениями более чем подробно и более чем понятно для зрителей. И там все будет сказано, объяснено, по полочкам разложено, и не будет никаких проблем это все запомнить и понять. Так вот, открытое окно,
13 раз читать и ждать. И месть будет ужасная. И когда вы увидели первый этап работы, я почему сейчас показываю? Я показываю то, что было проведено где-то месяца 2 назад мной. Результат достигнут, он случился. И он случился при всем народе. И люди были осрамлены, просто опозорены, унижены, и они получили свое. Причем их наказание было прилюдная казнь, понимаете? И когда вы видите плоды первого проведенного ритуала, продолжайте. Обратитесь к ней еще раз. Усильте это, и пусть это наказание будет еще страшнее для них. У меня много различных ритуалов вместе. Я к каждому ритуалу подхожу по-своему. Каждый из этих работ для чего-то нужен в каких-то обстоятельствах. Обращение к немезиде есть определенные обращения, с которыми надо осторожней. И часто этого делать нельзя. То есть для работы с людьми, если вы хотите восстановить справедливость, вы понимаете, что у этого человека тоже есть свои грешки. И не обязательно здесь заступаться, здесь брать на себя ответственность и обращаться к немезиде ради мести для этого человека. Но когда вы правы, лично вы можете обращаться к ней всегда, если вы правы. Поскольку пройденные вот эти 2 месяца показали, что наказание получили они, а не я, то это уже говорит о том, что я была права. И поскольку я увидела результаты этих плодов, я сейчас дарю тот ритуал, который был проведен. Я всегда вам говорила и повторяюсь, что я вам дарю то, что я сама уже сделала, увидела, удостоверилась, убедилась, что оно работает, и подарила людям. Так вот, оно работает. Я вам дарю. И когда ваши враги осрамятся, опозорятся, перегрызутся между собой, это сила справедливой мести. Это ваш призыв к немезиде. Смотрите на это. И пусть это будет для вас стимулом быть достойными, справедливыми людьми, невиновными в этом. Тогда вы будете иметь право в следующий раз опять же обратиться к ней, просить ее помощи. Итак, открытое окно, читаем 13 раз, и все. Никаких откупов не нужно. Как не нужно отдавать судье деньги за то, чтобы он справедливо судил, потому что судить справедливо – это его обязанность, так мы не отдаем никакого откупа силам мести и справедливости. Они обязаны судить и обязаны выносить вердикт. Наша невиновность и есть тот самый откуп. Понимаете, вы здесь не просите богатство, силу, помощь, там власть над врагами. То есть вы не просите для себя что-то личное, чтобы за это что-то отдавать и получить. Это было бы справедливо. Здесь вы обращаетесь к вселенской справедливости, к мирозданию. Вы не обязаны платить за то, чтобы справедливо вас рассудили, потому что они хранители правопорядка Вселенной. Это их обязанность. Вы имеете право на справедливый суд. Вы можете после поблагодарить своими словами, но даже это не рекомендуется делать. Они очень строгие, очень жесткие, жестокие боги. Заняли вашу позицию, заняли вашу сторону, значит, вы были правы. Спокойно живите. Вам ничего за это не будет. Но для того, чтобы иметь право обратиться, я почему так долго объясняю, чтобы вы поняли, но для того, чтобы иметь право вообще к ней обратиться, для начала вы должны быть уверены в своей правоте. 100%. Вот тогда все сработает. Давайте начнем. О справедливая месть, о Немезида, я призываю тебя, я взываю к твоей справедливости, я желаю праведной мести за незаслуженную боль, за подлость в ответ за добрые мои дела. Ако умано, иретосмеа. Назвать имена или имя
человека, который вам сделал подлость. Приди, о справедливая месть. Я требую возмездия за боль, за неблагодарность, за зло в ответ за мои добрые дела. Акоумано и ретосмея. Назвать имена. О справедливая Немезида, я взываю к тебе. Знаю я тайну силы справедливости, и через ту тайну есть право у меня просить и получать справедливую месть. Акоумано и ретосмея. Называйте имена. И так 13 раз. Кстати, хочу сказать напоследок, люди, которые соглашаются оболгать меня в том числе, ну, например, сегодняшняя это какая-то левая бабка, да, которая какую-то хрень несла про катание яйцами и прочее, прочее. Я понимаю, что ее попросили это все озвучить, снять, и она даже не понимала, что делает. Но даже если вы не знаете имена своих врагов, вы просто попросите, то получат те люди, которые действительно несправедливо пытаются вас оболгать, пытаются очернить и прочее, прочее. И вот те люди, которые так глупо себя ведут, берут на себя функции, такие вот дешевые роли играть, думая, что им это сойдет с рук, очень глупы. Не понимая, за что и почему, они рискуют очень многим в этой жизни. Когда наказание обрушится на голову этой бабки и тех остальных, которые вот так вот себя повели, просто думая, что по дружбе помогают своим близким, какой-то, знаете, в какой-то интриге участвуют. Вот когда они получат по голове, очень страшно. Пусть не удивляются. Именно потому ведьмы неуязвимы. Именно потому ведьм не трогали и боялись, потому что знали, что ведьмы знают определенные заговоры, ритуалы, призывы, вызовы, и они обязательно их накажут за это. Вот еще один призыв и наказание тех людей, которые себя недостойно ведут по отношению ко мне в том числе. Это урок всем тем, кто собирается вот участвовать в таких цирках, что есть определенные ритуалы, которые очень страшно оборачиваются и мстят вам. И это есть наше оружие. Я говорила и повторяюсь. Ведьма, которая не умеет за себя стоять, которая не умеет мстить, которая не умеет позорить своих врагов, она не ведьма. И именно их позор, именно их грызня, именно их неудачи, именно их слезы, именно их сумасшествие, полоумие показывают твою силу, их слабость. Такие люди питают тебя энергией, а потом уходят полностью исчерпанные, непонятно куда вообще исчезают. Сколько таких было, ушли, и вообще непонятно, где они, и что с ними случилось. И никому это не интересно. Но именно вот эти знания нам дают силу и возможность руководить этими процессами, за себя мстить и ставить на место охамевших людей, которые не вправе вообще тебя затрагивать, но лезут на рожон. И спасибо им за это. Они очень хорошее поле для тренировок. Зато на их примере мы показываем, как работает магия, как работает сумасшествие, как работает осрамление, позор врагам, которые ничего не достигают абсолютно, кроме глупости, грязи и прочее, прочее. Вот вам еще один подарок. Отличный ритуал, который прекрасно работает. И результаты этой работы, те, которые меня знают и давно следят за моим каналом, в принципе, видят на днях в том числе. Всем удачи!